Okay, we've come to the fourth major event of world history. Итак, мы подходим с вами к четвертому ключевому событию мировой истории. Now, we've already seen how important these first three events are. Мы с вами уже рассмотрели, насколько важны были вот эти первые изначальные события. Taken a lot of time in all three of them. И достаточно много времени уделили рассмотрению всех трех. And from here on out, we'll have to move a lot more rapidly in order to complete all of the Old Testament. И с этого момента мы уже начнем двигаться куда быстрее, чтобы пройти с вами весь Ветхий Завет. But with the foundation that we've laid, I think we will be able to do that and not have to spend as much time as we have in these others. Ну, имея основания, которые мы с вами заложили, теперь мы уже сможем двигаться быстрее и не тратить так много времени, как на первый. So let's look at event number 4, the scattering that's recorded in chapters 10 and 11 of Genesis. И давайте рассмотрим следующее ключевое событие, это рассеяние. Оно описано в 10 и 11 главах книги Бытия. But just to kind of answer why do we have these events so radical and why are they so important? Но просто чтобы вот кратко подытожить, почему мы видим вот такие радикальные и важные события. And I appreciated the observation that was made. If this evidence is so clear, particularly in reference to a Genesis flood, Я очень ценю мысли, которые высказал Вова. Если настолько разумные и очевидные есть свидетельства касательно, например, того же потопа. I answered that question, but I want to reiterate it because it's important now that we've completed the То почему столько людей не, скажем так, не верят им, да? И я уже ответил кратко, но вот снова вернусь к этому вопросу в отношении потопа. First of all, creation is important, and the world denies it for some reasons. Вот причина, по которым люди отрицают очевидное. Во-первых, сотворение мира Богом – это очень важное событие, и люди вообще-то склонны отрицать это. The unbeliever has to have an alternative explanation because if God is creator, Неверующему человеку нужно какое-то альтернативное объяснение, поскольку если Бог является Творцом, как здесь написано, so if God is creator, men are accountable to that creator. то тогда люди подотчетны этому Творцу. And men don't want to be accountable to God. И люди, в общем-то, не хотят быть подотчетными Богу. So they have to have an explanation, even scientific explanation. И людям требуется объяснение, даже научное объяснение. An explanation that leaves God out. Объяснение, которое уберет Бога из их картины мира. And that's what the unbelieving world does. It substitutes the idea of evolution for the idea of God as creator. И вот этим занимается неверующий мир. Они вместо идеи о том, что Бог сотворил все, внедрили идею эволюции. We could spend many more hours giving you evidence of design, evidence of God acting in terms of the natural realm. Можно провести намного больше часов, разъясняя разумный дизайн Вселенной, разъясняя действия Бога в природе. Evidence that points to an intelligent designer. И эти свидетельства будут вести нас к тому, что у Вселенной есть разумный дизайнер, Творец. I'm assuming the course that you'll take next will give you a lot more detail there. И я предполагаю, что курс, который у вас будет вслед за мной, даст вам куда больше деталей на этот счет. So, if the creation makes men accountable to God, И если тот факт, что Бог сотворил мир, делает человека ответственным перед Богом, what does the Genesis flood tell us? то что нам, в свою очередь, показывает Ноев потоп? If there is a Genesis flood, then not only are men accountable, Если потоп реальное историческое событие, то тогда человек не просто ответственен и подотчетен перед Богом, but if there's a flood, then men will ultimately face God as judge. но если потоп историчен, то в конечном счете все люди предстанут перед Богом как перед судьей. Creation tells us God is the creator and originator of all things. Сотворение указывает нам на то, что Бог является Творцом и родоначальником всего. The Genesis flood tells us that God is judge and there's ultimate judgment.
Потоп в книге Бытия показывает нам, что Бог является судьей, и Он осуществит окончательный суд. So we've seen the first event, creation, second event, fall. Итак, мы увидели с вами первое событие — сотворение, We второе completed событие looking at the Genesis flood. — грехопадение. Мы закончили рассмотрение потопа. And I'm looking for just one word that describes all of these major events. В книге Бытия вы заметили, что я пытаюсь каждое это событие из этих событий описать одним словом. You could use the word Babel, but I chose to use the word scattering because it's more descriptive of what happened. Вы можете написать вместо рассеяния Вавилонская башня. Я решил использовать термин рассеяние, поскольку он лучше описывает, что произошло. So to be consistent with the other action words, you might say, creation is a word of God working, acting. Да, то есть, ну, это опять же, это последовательно в отношении других слов, где там даже слово сотворение от слова творить, то есть Бог действует во всем. The fall, a word that describes the destructing of what God created very good. Грехопадение описывает разрушение всего того хорошего, что Бог сотворил. The flood, a word that describes the judgment that God brought as a result of corrupting sin. Потоп описывает тот суд, который Бог наводит на растленную грехом природу. So also scattering is what happened as a result of another judgment. И человека. И рассеяние — это также еще одно из слов, описывающих Божий суд. Now all of these events, remember I mentioned, they give us a picture of something of God. И все эти события, как я уже упоминал вам, они дают нам какое-то, что-то добавляют к нашему представлению о Боге. And one of the things that the scattering does, it shows that God is sovereign, not only over the natural realm, but also over men and nations. И что нам показывает событие рассеяния, что Бог обладает суверенной властью не только над природой и законами природы, но и над человеком и над народами, нациями. He can change the minds and the thought processes of men. Бог может изменить мышление, мыслительный процесс человека. And the very way that they communicate, such that they don't understand one another. Он может таким образом изменить их мышление, что даже их способ общаться изменится, и они уже не смогут понимать друг друга. And change the makeup of communication in such a way that there are different languages. И Бог может таким образом изменить вообще механизмы коммуникации, общения между людьми, что люди уже не смогут общаться из-за разных языков. God intended for man to scatter throughout the earth. Бог вообще-то задумал для людей изначально, что они будут рассеиваться, расселяться, распространяться по земле. And God is going to use the means of the confusion of the language in order to spread mankind over the face of the earth. То есть, еще он думал, что они это сделают по-хорошему, но теперь Бог будет использовать вот это различие в языках и различие в национальностях, чтобы таки рассеять людей, распространить. So he is sovereignly working to accomplish his purposes. И таким образом Бог суверенным образом трудится, чтобы достичь своих целей. Now, this slide is just intended to emphasize that we are living in a different situation, different world. И этот слайд просто указывает нам на то, что мы живем в другой ситуации, уже в другом мире. I don't want to spend a lot of time on it because there's some other things that are also important in this passage. Я не хочу сильно много времени этому уделять, потому что много чего другого важного есть в этом отрывке. The world after the flood, now we have oceans very extensive. Но теперь в мире, который уже сформировался после потопа, мы видим очень протяженные океаны. Brand new continents, continents that didn't exist before. Мы видим новые континенты, которые не существовали ранее. New mountains, in fact, mountains that are higher than the pre-flood mountains. Мы видим новые горы, горы намного выше тех, которые были до потопа. There's not enough water on the face of the earth to cover the mountains of the present day. Недостаточно воды на теперешней земле, чтобы покрыть верхушки нынешних гор. But the floodwaters covered by 15 cubits all of the mountains of the pre-flood world. Но воды потопа покрыли на 15 локтей
все вершины гор того мира. So Mount Everest didn't exist in the pre-flood world. По-видимому, гора Эверест, там 80 тысяч чем-то километров, да, не существовала в мире до потопа. In fact, all of the mountains are as a result of the organizing of all of the continental masses. И на самом деле все нынешние горы это результаты вот всех этих тектонических сдвигов, и вот когда эти континенты они там перемещались, вот тогда наши нынешние горы The появились. effects of the flood had tremendous geological upheaval. We described that when we were talking about the flood. Одним из последствий потопа были огромные тектонические сдвиги, о которых мы говорили уже перед, And then everything began to start to stabilize over a relatively short period of time. Ну и потом все начало уже потихонечку стабилизироваться и стабилизировалось относительно быстро. There seemed to be a totally different climatology before the flood than after the flood. Кажется, что климат радикально отличался после потопа от того, который был до. I mentioned the Ice Age, mainly in answering your question, so I don't want to elaborate it. Я упоминал уже ледниковый период, отвечая на один из ваших вопросов. Я не хочу сейчас уже сильно туда углубляться, но... Immediately after the flood, there would be a stark contrast before of the vegetation before the flood. И vegetation. Vegetation, well, yeah. И сразу же после потопа как бы новые обитатели Земли обнаружили очень серьезный контраст в плодородии Земли по сравнению с тем, что было до потопа. The land would be very barren, and it would take some time for plants to begin to grow again. Земля была совершенно опустошена, там, и потребовалось определенное время, чтобы заставить ее снова плодоносить. In Genesis, in fact, in the Bible, there's a lot of little notes that kind of bring us to these conclusions. И в книге Бытие, и вообще в Библии есть много таких маленьких деталей, которые приводят нас к подобным выводам. The text before Genesis 9, before we have the flood. Вот, и мы говорим в первую очередь о текстах, которые до Бытия 9 главы, до потопа. There's one little note in patriarchal times that refers to a well-watered land in the Middle East. И есть такая небольшая заметка в уже описании истории патриархов, которая говорит о хорошо орошаемой земле на Ближнем Востоке. That may be a reference to patriarchal time, and now the Middle East is predominantly desert land. Ну, и это указывает нам на там, времена патриархов, и в наше время вот эта территория, да, Ближний Восток, она, в общем-то, относительно пустынная, она очень жаркая. So this is a different world in terms of the entire environment. То есть, Did you get that? Мир вообще другой, чем он был в... So we talk about after the floods? Yes. After the flood. So we now live in a different world that they, Radically even Abraham lived there. Probably, yes. Мы живем, на самом деле, даже сейчас у нас уже обстановка отличается от того, что было, после потопа. То есть то, что тогда было еще орошаемо, сейчас пустыня. And then we have animals and man. Animals now will multiply very rapidly. И далее мы видим людей и животных. Животные теперь начали размножаться просто молниеносно. And they would have to migrate over long distances. И теперь животным приходится мигрировать на большие расстояния. If there was an ice age, there was probably a land bridge between all of the continents of that time. Ice bridge. Yeah, ice bridge. Да, и по всей видимости, если был ледниковый период, то на поверхности океана была какая-то ледяная корка, которая позволяла путешествовать между континентами. Today, continents like Australia are isolated. В наше время континенты, подобные Австралии, они уже изолированы. But animals would have had to migrate to Australia, probably across frozen land bridges. Да, но скорее всего какие-то животные туда успели в свое время мигрировать по льду, по каким-то ледяным мостам. The environment after the flood was not conducive for very large animals like dinosaurs. Окружающая обстановка после потопа была уже недружественной к крупным животным, например, к динозаврам. So dinosaurs went extinct.
и потому динозаврам пришлось покинуть эту планету. A drastic thing that the text makes a point out in terms of the numbers is the longevity of man is now way lower. И также очень такая крутая, радикальная перемена, крутая в том плане, что радикальная, в том, что продолжительность жизни уменьшилась очень сильно у человека, что само по себе не очень круто. Today we have no idea what would permit people to live 900 years long. В наше время у нас вообще никакого представления о том, что позволяло людям жить 900 лет. Because today people rarely even live over 100 years. А что в наши дни люди редко доживают до сотни. Speaks of a totally different environment before the Genesis И flood. это говорит нам о том, что окружающая обстановка до потопа была совершенно другой. In fact, Adam lived well over 900, Seth about the same. Адам и Сиф жили там порядка 900 с хвостиком лет. Methuselah, the oldest man that's recorded in the Bible, more than 900 years. Мафусаил, самый долгоживущий человек в Библии, тоже порядка 900 с лишним лет. Even Noah, hundreds of years. Даже Ной, он так бодрячком сотни лет еще после 600 потопа. he was 600 years old when the flood came. Ему уже 600 было годков, когда наступил потоп. The only one that's short is Enoch, because why? Единственный, кто недолго пожил, это был Енох. Почему? He was taken. He didn't die. Да, он не умер. He was taken. Он был взят. But now, notice the ages are very short. Но теперь обратите внимание, продолжительность жизни стала сильно уменьшаться. In fact, the son of Noah, Shem, almost lives the whole lifetime of Abraham many generations later. Ну и, кстати, вот сын Ноя Сим, да, Сим, он жил, примерно еще Авраам жил, когда жил Сим. So each of these lines represents the patriarchs between Shem and Abraham. То есть вот эти все линии показывают патриархов между Симом и Авраамом. And these represent those between Seth and Enoch. И эти показывают нам патриархов между Сифом и Енохом. So longevity is shortened. Продолжительность жизни уменьшается. In fact, all of Genesis we have from creation to 1774 BC. Ну и действие всей книги Бытия мы видим от сотворения 4143 до вот этого периода 1774. And I date the flood at 2487. И потоп я датирую 1487 году. Now we don't have a date for Babel. И у нас нету точной датировки Вавилонской башни, рассеяния. But I do use that phrase in chapter 10 that refers to the dividing of the peoples. Но я использую вот ту фразу, которую указал Костя в 10:25, которая говорит про разделение земли. And it's in the generations of Peleg. И это в поколении, в дни Фалика земля была разделена. And he was born somewhere about 100 years after the flood. И Фалик родился где-то лет через 100 после потопа. And he lived about 320 or so years, I don't remember exactly. И он там жил где-то 300 с чем-то лет, я уже не помню точно сколько. That dividing is probably a reference where the nations were scattered, so now they're divided all over the face of the earth. И вот это вот разделение земли, это скорее всего указывает на рассеяние. То есть теперь уже народы рассеяны по всему лицу земли. So Babel probably took place somewhere about 100, at least 100 years after the flood. То есть Вавилонская башня, вот эти события произошли где-то сотню лет спустя. We have extinction of dinosaurs, we have human Да, мы longevity. видим вымирание динозавров, не то чтобы вымирание, но сокращение жизни людей. We would also have migration of people, particularly after Babel. Мы также видим миграции людей, целых народов, особенно после Вавилонской башни. And then shortly after the flood, we have a rapid development of civilization. И вскоре после потопа мы видим очень быстрый рост и развитие цивилизации. Okay, so this is kind of a summary of some of the major things that you would expect after the Genesis flood. Вот это вот такой общий обзор таких ключевых событий, ключевых
факторов, которые вы ожидали бы видеть после потопа. So in chapters 10 and 11, we have the early history of the nations. Итак, в 10-11 главах мы видим раннюю историю народов. I would describe chapter 10 as the origin of the nations. In other words, these are the nations that occurred in the time frame of Abraham. Я бы описал 10 главу как происхождение народов, то есть вот это народы, которые начали появляться в дни жизни Авраама. These are the nations that developed from Ham, Shem, and Japheth after the flood. Это те народы, которые произошли от Сима, Хама и Яфета после потопа. And we have a description of their families in chapter 10. В 10 главе мы видим вот уже как описываются их семьи и как описываются их потомство. Chapter 10 is an extremely important piece of revelation. Глава 10 книги Бытие является весьма важной частью откровения. An implication we can draw, there's not a lot of detail in the text, but an implication we can draw. И деталей в самом тексте немного, но мы можем сделать важные выводы. We see the corrupting effects of sin once again. Мы снова видим тлетворное влияние греха. Even though there was a judgment that destroyed all of humanity, sin is like a cancer. Nесмотря на то, что только что совершился суд Божий, который уничтожил все человечество, грех распространяется как рак. In fact, you can summarize all of world history by viewing history from the perspective of these cycles of sin. И на самом деле всю мировую историю можно рассмотреть как вот последовательность вот этих циклов греха. I already referred to it when we talked about the decline of the culture leading up to the Genesis flood. И я уже ссылался на это, говоря о том, что упадок, растление и развращение в культуре привело в итоге к потопу. I didn't use this slide, but I could have used it then as well, because I made all of these points. Я тогда этот слайд не использовал, но мог бы, потому что я все эти тезисы указал, я их объяснил еще там. But this is a summary of what mankind does throughout history. Ну, вот We вам have these cycles of sin. краткое описание того, чем занимается человечество на протяжении всей своей истории. Вот эти циклы Begins with the grace of God. God works a work of grace. Начинается все с Божьего дела благодати. Бог осуществляет свой труд благодатный. With Adam and Eve, the work of grace was the salvation of Adam and Eve after the fall. И касательно Адама и Евы, трудом благодати Божией было спасение Адама и Евы после We грехопадения. talked about that in Genesis 3. Спасение, мы говорим о шкурах животных и так далее. Мы говорили в 3 главе. Да? With the Genesis flood, we saw that act of, that's the act of grace, is the salvation of Adam and Eve. Да. Итак, вот Божье дело благодати, спасение Адама и Евы. And with the flood, we have the Noahic covenant and God saving a family. That's an act of grace. И при потопе мы видим, во-первых, Божий завет с Ноем, что не будет больше такого потопа, а во-вторых, спасение семьи Ноя. Это тоже Божье дело благодати. We're going to take a quick look at chapter 11. И мы бегло рассмотрим 11 главу. And you can see the effects of sin entering and corrupting that grace of God. И мы увидим, как снова в жизнь человечества входит грех и растлевает, да, и происходит злоупотребление Божьей благодати. So you see sin beginning its corrupting effects. То есть мы видим, как грех начинает снова свое тлетворное влияние. With Adam and Eve, what do we have immediately right after chapter 3? Что мы видим в жизни Адама и Евы сразу после 3 главы? And don't say chapter 4. Не говорим мне 4 глава. But what do you have in chapter 4? Да, но что у нас в 4 главе? Murder. The first murders. You have the effects of sin immediately. То есть мы сразу же видим последствия греха. With the Genesis flood, what do you have even in Genesis 9? С потопом, что мы видим сразу же в 9 главе книги Бытия? Ham is mocking father. Yeah, and the drunkenness of Noah. Да, во-первых, Ной немножко перебрал, а ну и во-вторых, Хам
немножко над ним Not a посмеяться. lot of detail, but it's emphasizing sin has its corrupting effects. Хам повелся по-хамски, деталей указано немного, но это уже указывает нам на тлетворное влияние. That sin continues to grow, and God patiently waits for it to reach its culmination. И этот грех нарастает, нарастает и нарастает, и Бог терпеливо ждет, пока грех достигнет своей крайней точки. So God is patient, Итак, Бог терпит, Он снисходительно терпит грех, allows man time to repent from sin, дает Бог человеку время на покаяние, на оставление греха, but that sin reaches its full corruption. но потом грех достигает точки полного развращения. And then God intervenes and brings judgment. И потом Бог вмешивается, чтобы судить и спасать. So the sin that began with Cain and Abel corrupted the whole world. Итак, So God in between waited patiently. грех, случившийся там с Каином и Авелем, он в итоге поразил всю землю, и Бог терпеливо снисходил. And when it had its full corruption, God brought the Genesis flood. И когда как бы уже человечество достигло полной точки полного развращения, Бог навел потоп. And we're seeing the same cycle in the story of Babel. God is intervening to bring judgment there. И в истории Вавилонской башни мы видим ту же самую закономерность, тот же цикл. Бог вмешивается, чтобы навести суд. We're going to see the same corrupting effects in the family of Abraham. God's going to work a work of grace with Abraham. И ту же самую закономерность мы видим в семье Авраама, потому что Бог совершил свое благодатное дело в жизни Авраама. You're going to see the corrupting effects within the children of Abraham. И потом вы видите тлетворное влияние греха на детей Авраама, Even beginning with Abraham. начиная с самого Авраама. Remember, he has a child through Hagar. Помните, там он ребенка породил от Агари. And by the time you have Jacob, Jacob is a deceiver and a liar. И к моменту, когда на сцену выходит Иаков, тот уже мошенник, на котором клейма ставить негде. And then God has to send them to Egypt to preserve them as a family. И Богу приходится в итоге их всех отправлять в Египет, чтобы сберечь Иакова и его семью. Cycles of sin. Цикл греха. You see it in the nation of Israel. God works a work of grace to establish them in the land. И мы видим это снова в жизни народа израильского. Бог трудится, совершает свой труд благодати, чтобы поселить их в земле. Immediately after the conquest, you have the book of Judges, which is a dark period. Sin begins to flourish. Сразу же после завоевания земли мы видим период судей, когда очень такое темное время, когда грех начинает свести пахнуть. God eventually intervenes and judges the nation, sends them into captivity. И Бог в конечном счете вмешивается и отправляет народ в рабство. You're going to see the same cycles of sin even in the millennial kingdom. И те же циклы греха вы увидите даже в тысячелетнем царстве. Well, how does the millennial kingdom end? Чем закончится тысячелетнее царство? Final rebellion. Yeah, Final rebellion. Последним мятежом. Then God intervenes and judges with the great white throne. И потом Бог вмешается и окончательно уже всех засудит. Cycles of sin over and over and over. Циклы греха снова, снова и снова. And as a result of that, we have the nations, because God's confused the languages. И в результате этого мы видим народы разные, поскольку Бог смешал языки. And if we had more time, we could read some of these passages that kind of lead up to chapter 11 and the Tower of Babel. И если бы было время, мы прочитали бы все эти отрывки, которые вроде как ведут нас к Вавилонской башне, происшедшему. But these just emphasize the families of the three sons of Noah. Но в этих отрывках просто подчеркиваются семьи трех сыновей Ноя. The first one that we have attention in chapter 10 is Japheth. Первый, о котором упоминается в 10 главе, это сын Ноя Иафет. He appears to be the oldest, based on one little passage in chapter 10. Похоже, что он был старшим, судя по маленькому отрывку в Бытии 10. Ham seems to be the youngest, and by the way, in chapter 9 we have kind of prophecies of the outcome of these sons. Да, и Хам младшенький из всех, и похоже, что в
в Бытие 9 главе мы видим уже пророчество о том, вообще, что выйдет из этих сыновей. But God doesn't choose the oldest or the youngest. Но Бог не избрал для себя ни старшего, ни младшего. He chooses the line of Shem to bring about that promised seed of the woman. Бог избрал семя Сима для того, чтобы привести в мир вот это обещанное семя жены. And it'll be through that line that God will eventually not only produce the nation of Israel, И именно через эту линию Бог в конечном счете произведет не только народ израильский, but also through that line will come Messiah. но также через этот род произойдет Мессия. And this line will be particularly persecuted as well throughout its history. И на протяжении всей истории вот, потомки Сима также будут, или семиты, будут наиболее гонимы, семитские народы. So this chapter 10 is a very important chapter. Let me point out some of the reasons why it's so important. И вот эта 10 глава, она весьма важна, и разрешите показать, почему именно. It's the only authoritative document that we have of where the nations came from. Это единственный авторитетный источник, который у нас есть, который указывает нам, откуда произошли нации. Secular archaeology, secular anthropology really has no answer where the nations came from. Светские археологи, светские антропологи на самом деле не имеют внятного ответа на вопрос, как вообще произошли народы. Really, the only document that we have is Genesis chapter 10. На самом деле, единственный имеющийся в нашем распоряжении документ — это Бытие 10 глава. It also gives the national distribution of the nations, their locations. И также здесь указывается распределение наций, то есть где они расселились. And it's accurate to the best that we know of ancient history. И оно достоверно исходится с имеющимися у нас документами древней истории. It's also important because it traces all of humanity to one family. И также весьма это важный документ, поскольку он прослеживает историю всего человечества и происхождение всего человечества от одной семьи. The one family of Noah, and then ultimately the one family of Adam and Eve. Одна семья Ноя, ну и в конечном счете одна семья Адама и Евы породила все человечество. This is one of the points that Paul makes in Acts chapter 17, where he talks about one family, or all coming from one family. Именно на это ссылается апостол Павел в Деяниях 17 главе, когда он говорит, что от одной крови произвел он весь род человечества. This table also speaks of the historicity of this unusual, miraculous event. И вот это слове или таблица также удостоверяет историчность вот этого очень чудесного события при Вавилонской башне, когда смешались языки. And it actually fits all of the data that we have of ancient history. И, кстати, оно соответствует всем данным, которые у нас есть по древней истории. And in many ways, it is the fulfillment of that prophecy in Genesis chapter 9 of Noah's 3 sons. И во многом происшедшее является исполнением пророчества в Бытии 9 главе о сыновьях Ноя. Now, the direct descendants of Japheth are these names that are in Genesis chapter 10. И прямые потомки Иафета — это вот эти имена, которые мы видим уже в Бытии 10 главе. And from the best that we know that the origin of certain peoples come from these tribes. И по лучшей из имеющейся у нас информации, вот происхождение многих народов и племен идет своими корнями вот и к этим сыновьям Иафета в Бытии 10. Best we can understand, the Gomer is the forefather of not only the Germanic people, but the Europeans as well. Насколько мы можем понять, господин Гомер — это не только праотец всех германских народов, но и вообще всех европейцев. Javan is the forefather of the Ionians who produced the Greek Яван culture. — это праотец ионийских народов, которые стали родоначальниками греческой культуры. And let's see, this is Tubal.
is believed to be the ancestor of all the peoples of the north, which would include Ukrainians and Russians. Да, Фувал это, похоже, праотец всех народов севера, или восточнославянских народов. Ну и мы понимаем, что как бы сюда вписываются и русские, украинцы, белорусы и так далее. The other one is Tyrus, probably peoples in the Turkey area. Фирас, скорее всего, праотец турецких народов, на той территории Малой Азии мы называем. Meshech, also Turkey. Мешек тоже Турция. Magog, also the northern peoples. Магог это также северные народы. And Madai, probably a combination of Madai and some of the others, a combination of them, the eastern peoples. Ну, Амадай и, может быть, в сочетании с какими-то другими там, здесь вот, они породили все азиатские народы. The descendants of Ham is Put, which would be Libyans. Потомки Хама это Фут, это ливийцы. Misraim, which is another name for Egypt and ancient Egyptians. Мицраим это еще одно имя для Египта и древних египтян. And probably the descendants of the Africans, Cush. И, скорее всего, все африканцы являются потомками Куша. A lot of attention is given in Genesis 10 to Canaan. Много внимания уделяется в Бытии 10 главе Ханаану. Because the Israelites will have a lot of contact with the Canaanites. Поскольку израильтянам многократно придется в контакт вступать с хананеями. These are the descendants of Ham. То есть вот это все потомки Хама. Descendants of Shem. И вот тут потомки Сима. We have Lud. We have Aram. Луд, Арам. Aram, the Arameans. Арам, арамейские народы. The Assyrians come from Ashur. Ассирийские народы от Ассура произошли. The Elamites, in combination with Madai, are probably the eastern, far east, like the Chinese, Japanese. Еламиты в сочетании там с кем-то из потомков Мадая. Now, there's different theories on where the eastern peoples came. Возможно, породили все вот восточные народы, японцев, китайцев и так далее. Есть много теорий насчет восточных народов. That's one of the theories. Это одна из них. And Arpachshad is very important because he's in the line of the Hebrews or the Jewish people. И Арфаксад, он весьма важен, поскольку он в роду еврейского народа, прародителя Авраама. And putting them all together, we have basically the world in the time of Abraham. Все вместе вот объединяем, и похоже мы получаем картину мира в дни Авраама. Abraham is from Arpachshad, and Abraham begins in Ur the Chaldees. И Авраам является потомком Арфаксада, и Авраам начинает свою жизнь в Уре Халдейском. Now we have several between Arpachshad and Abraham, but eventually Abraham starts out there. Между Арфаксадом и Авраамом есть еще несколько, но в конечном счете Авраам именно его потомок. And we'll talk about Abraham as the next major event or cluster of events. И мы поговорим об Аврааме как о следующем крупном событии или даже группе событий. And this is just the present boundaries. This is present Egypt, Libya. И вот это современные границы: Египет, Ливия, Israel, Iraq, Syria, Turkey. Турция. Present boundaries. Это вот нынешние границы страны. Okay. Purpose of the table. Итак, цель вот этой, по-английски таблица народов, да, цель вот этого родословия. One of the main purposes to give us the origin of the nations. Первая цель Бытия 10 главы — указать нам на происхождение народов. It also gives us the ethnic affiliations of all of the peoples in that time frame, the time of Abraham. И также это указывает нам на этническую принадлежность всех народов во времена жизни Авраама. And very important, gives us the origin of the nation of Israel. И также очень важно, это указывает нам на происхождение народа израильского. Another purpose is to show the unity of humanity, which we picked up
in the New Testament. Еще одна цель – это указать на единство человечества. И позже эта тема подхватывается в Новом Завете. In fact, here's the passage in the New Testament where it gives us a philosophy of history. We can spend a lot of time looking at it. И, опять же, цитируемый уже отрывок из Нового Завета, который показывает нам философию истории. Мы говорили об этом ранее. Paul says, Павел говорит, God made, in other words, he starts with creation in dealing with the Athenians. Что Бог произвел, да, то есть Павел начинает с сотворения человечества. In fact, he referred to creation even before this in verse 24. Даже до этого в Деянии 17:24 Павел начинает с сотворения. He's talking about the creation in general, but now he's talking about the creation of the peoples or nations. То есть Павел начал вообще с сотворения в целом, но сейчас он в 26 стихе переходит конкретно на сотворение рода человеческого. From one man, in other words, you can trace it all the way back to Adam through Noah. От одной крови, говорит Павел, иными словами, мы можем проследить человечество до Ноя и от Ноя даже до Адама. All the nations. Все народы, род человеческий был произведен Богом. He's referring to Genesis 10 and 11. И здесь отсылает нас этот тезис к Бытию 10 и 11. And God has a purpose and a plan so that mankind live on all the face of the earth. He wanted man to scatter. И Бог имеет во всем этом цель. Бог хочет, чтобы люди жили по всему лицу земли. Бог хочет, чтобы люди рассеялись. And God is sovereign. He's the one that determined not only the nations, but their boundaries. И Бог суверенен, и Он не только назначил народам времена, но даже пределы их обитания. And here's that big plan that I gave you in the introduction, beginning in verse 27, that certain things happen. И вот это вот большой план, который я уже изложил вам во вступлении, да, все это Бог сделал для того, чтобы произошли определенные вещи. Purpose of history, purpose of the nations is to give people opportunity to seek God. Цель истории, цель существования нации в том, чтобы дать людям возможность искать Бога. So that gives us the origin of the nations, chapter 10. Показывает нам происхождение народов, 10 глава. And chapter 11, verses 1 through 9, И глава 11, с 1 по 9 стих, gives us the scattering of the nations. рассказывает нам про рассеяние народов. Now, chronologically, I see this passage as preceding chapter 10. И хронологически я рассматриваю отрывок в 11 главе как предшествующий 10 главе. The scattering, we have the results of the scattering in chapter 10. This is where the nations ended up. В 10 главе мы видим уже последствия рассеяния. То есть вот чем закончилось рассеяние народов. Вот что получилось в результате рассеяния. Archaeologists believe that Babel is at the very site of Babylon. И археологи верят, что вот этот Вавилон, да, у нас одно и то же слово, но что Вавилон из 11 главы Бытия, он как раз где-то там, где Вавилон древний, о котором мы читаем позже. Today it's about 60 miles south of Baghdad in Iraq. This is Iraq. Теперь это где-то в 100 километрах от Багдада, на территории Ирака находится. Chapter 11 refers to that land as the land of Shinar. Глава 11 книги Бытия называет эту территорию землей Синар. Where man built a temple, and archaeology has found temples of Marduk, где люди построили храм, и вот археологи нашли такой храм Мардуку, языческому богу. Reconstruction of that. Вот есть вот такая реконструкция этого строения. Model in a museum of the temple of Marduk that may be what the Tower of Babel looked like. В одном из музеев есть модель вот этого храма Мардуку, которая вполне может быть той самой, этот храм может быть той самой Вавилонской башней. So the first implication, we have the corrupting effects of sin in this story. Итак, первый вывод. В этой главе, в этой истории мы видим опять же тревожное влияние греха. Secondly, we have the origin of languages, plural. Во-вторых, мы видим происхождение языков. Not the origin of language per se. Where does language come from?
не происхождение языка в единственном числе, потому что от кого произошел язык в единственном числе? From God. From God, Genesis 1. Бытие 1 глава. God Сказал Бог. speaks. God speaks. Сказал Бог, назвал Бог. We have the origin of the different languages, the variety of languages. Но в 10-11 главе мы видим происхождение разных языков во множественном, разнообразие этих And языков. again, linguists have no idea where languages came from. И опять же, у лингвистов нет вообще ответа на вопрос, откуда произошли эти разные языки. It's only Genesis 11 that gives us an answer to that. И только в Бытие 11 главе мы видим ответ на этот вопрос. So, a summary of the scattering, the essence of that scattering is it's a rebellion and a judgment of God. Итак, краткий обзор рассеяния. Сущность этого рассеяния – бунт против Бога и суд от Бога. And this event is as important as the Genesis flood. И это событие настолько же важно, как и потоп. In the history of God's dealing with mankind, it's like a pivotal point. В истории взаимоотношений Бога с человечеством Вавилонская башня – это своего рода ключевой, кульминационный момент. It's somewhat of a transition from the way God has dealt with mankind before Babel and how He's going to deal with mankind after. То есть, напишите не стержень, а переломный момент. Есть своего рода перелом, и мы видим очевидную разницу в том, как Бог строил отношения с человечеством до Вавилона и после Вавилона. Before Babel, it appears that God dealt with any person that wanted to have a relationship with Him. Похоже, до Вавилона Бог готов был иметь дело с любым человеком, который хотел иметь с ним какие-то взаимоотношения. In fact, there was just one people with one language. На самом деле был один народ, и у этого народа был у всех один язык. Now, after Babel, God is going to produce a multitude of nations. Но после Вавилона Бог производит множество народов. But now He's going to work through one individual to produce His own nation. Но теперь Он будет действовать через один избранный народ, чтобы осуществлять свой план. He's going to bless all of the nations through that one man and eventually that one nation. И Бог благословит все народы через вот этого одного человека, ну и в конечном счете через одну нацию. So, the scattering, it's the cause of the nations. The nations come from the scattering. И таким образом рассеяние стало причиной появления народов. And the background, this is the background to Babel, И вот это or Babylon исторический rather. фон для Вавилона, лучше сказать, для Вавилонской башни. The time frame is about 100 years after the Genesis flood. At least 100, maybe more. Время событий где-то 100 лет после потопа, может быть, немножко больше.